В годы Великой Отечественной войны в немецком плену оказались более 80 советских генералов. Более 3/4 случаев пленения советских военачальников приходится на трагический 1941 год. Судьбы плененных генералов складывались по-разному. Одни погибли от тяжелых условий содержания, другие были расстреляны в концлагерях. Судьбы тех, кого освободили в конце войны, также не были одинаковы. Одних полностью восстановили в правах, других осудили за измену родине и расстреляли. Но лишь 6 советским военачальникам в генеральском звании удалось освободиться из плена самостоятельно. По удивительному стечению обстоятельств, все они носили звание генерал-майор. Как же сложилась их судьба? Николай Гольцев. Николай Дмитриевич Гольцев на службу в Красную армию поступил добровольно в 1918 году в возрасте 20 лет. Сражался на Туркестанском фронте, затем уничтожал банды басмачей. Показавшего себя с лучшей стороны командира отправили в Ленинград на бронетанковые курсы. После их окончания Гольцев служил на Урале, потом в Киевском военном округе. В 1939 году в должности начальника автобронетанковых войск 5-й армии он участвовал в польском походе Красной армии. В июне 1940 года Гольцеву было присвоено звание генерал-майора танковых войск. Войну он встретил в должности начальника автобронетанковых войск 18-й армии. 15 августа 1941 года, находясь в составе войск Юго-Западного фронта, генерал-майор Гольцев оказался в окружении. Пытаясь с бойцами разведать пути возможного прорыва, он попал в плен. Как было установлено много позже из немецких документов, на допросах Гольцев вел себя достойно, тайн не выдавал и на сотрудничество не шел. 30 августа, во время этапирования колонны военнопленных, Гольцеву вместе с еще одним офицером удалось бежать. Целый месяц они пробивались к своим, и 1 октября генерал вышел в расположение советских войск. Но произошло это в крайне неудачное время. Немцы рвались к Москве, а высшее советское руководство искало виновных в стратегических неудачах. Гольцев оказался подходящей кандидатурой. Его обвинили в добровольной сдаче в плен и передаче врагу материального имущества. Особое совещание при НКВД СССР приговорило Николая Гольцева к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 23 февраля 1942 года. В 1955 году генерала посмертно реабилитировали. Павел Сысоев. Выходец из семьи рабочих, Павел Сысоев начинал службу в Красной армии во время Гражданской войны. Затем долго служил районным военным комиссаром на Украине и в Чувашии. После окончания высших командных курсов «Выстрел» Сысоев командовал различными стрелковыми частями, в 1935 году став комбригом. В середине августа 1937 года, будучи командиром 95-й Молдавской стрелковой дивизии, был снят с должности за связь с врагами народа и вредительскую линию в боевой подготовке частей дивизии. Однако Сысоев оказался в числе тех, кому повезло. В 1938 году его реабилитировали и восстановили в армии. В июне 1941 года Павел Сысоев в звании генерал-майора командовал 36-м стрелковым корпусом. Корпус попал в окружение и понес большие потери в боях под Шепетовкой. Во время прорыва из окружения генерал был контужен взрывом мины. Временно потерял зрение и попал в плен. Однако у немцев Сысоев сумел выдать себя за рядового. Немцы поверили в эту версию и потеряли к нему интерес. Вскоре генерал сумел бежать, однако его быстро поймали. Сысоев опять представился рядовым красноармейцем, и это опять сработало. В 1943 году генерал в лагере собрал группу, которая организовала подрыв оружейного склада охраны и в общей суматохе сбежала. Пробираясь к своим, они наткнулись на украинских националистов. Те, посчитав Сысоева украинским крестьянином, мобилизовали его в УПА. Через некоторое время упрямый советский генерал распропагандировал бойцов отряда УПА, которые вместе с ним перешли на сторону советских партизан. В составе одного из самых известных партизанских соединений героя Советского Союза Алексея Федорова,
Сысоев стал помощником начальника штаба, занимаясь подготовкой младшего командного состава и планированием операций. В 1944 году Сысоева отозвали в Москву, где он был арестован. Обвинения звучали примерно так же, как и в случае Гольцева. Но время уже было другое, и в итоге его освободили, прекратив дело за отсутствием состава преступления. Правда, до этого генерал более 1,5 лет провел в тюрьме. В 1947 году Сысоев стал преподавателем в Академии Генштаба. В конце 1953 года он вышел в отставку по болезни. Умер Павел Васильевич в 1981 году в возрасте 79 лет. Александр Бандовский. Александр Бандовский службу начинал во время Первой мировой войны, дослужившись до командира полуроты. После революции его призвали в Красную армию. В годы гражданской молодой командир отличился в боях против Дутова, Колчака и Деникина. После окончания войны служил преподавателем на курсах комсостава, а в 1926 году, сам окончив курсы усовершенствования комсостава, Бандовский стал командовать различными подразделениями. Звание генерал-майора ему присвоили в 1940 году. В июне 1941 года генерал Бандовский командовал 85-й стрелковой дивизией. Она с боями отходила по рекам Неман и Свислочь, затем обороняла Гродно. Прикрывала отход 11-го механизированного корпуса на Новогрудок. Оборонялась по реке Щара. Бои были настолько кровопролитными, что к 5 июля дивизия практически перестала существовать. Прорываясь с бойцами к своим, 21 июля 1941 года генерал Бандовский был взят в плен. Но уже 5 дней спустя он сбежал из колонны военнопленных. К своим Бандовскому пришлось пробираться в течение 2 месяцев. Добравшись до расположения советских войск, генерал снова оказался в гуще боев. 21 октября 1941 года его вторично взяли в плен. Но неунывающий военачальник той же ночью опять бежал. На сей раз дорога к своим оказалась в 2 раза дольше. Только 24 декабря 1941 у деревни Крюково он встретил советских солдат. Возможно, сказался успех советского контрнаступления под Москвой. Но к Бандовскому отнеслись относительно лояльно. Он был восстановлен в правах и назначен преподавателем курсов «Выстрел». В ноябре 1943-го генерал Бандовский добился назначения на фронт. Командуя 324-й стрелковой дивизией, он участвовал в Гомельско-Речицкой и Рогачевско-Жлобинской наступательных операциях на Белорусском и Втором Белорусском фронтах. В феврале 1944 года Бандовский получил тяжелое ранение, лишился ноги. Но после госпиталя вернулся на службу, вновь став преподавателем курсов «Выстрел». В отставку Александр Васильевич вышел в 1947 году. Он умер в 1970 году в возрасте 73 лет. Сергей Огурцов. Уроженец Смоленской губернии Сергей Огурцов начинал военную карьеру во время Первой мировой войны в 15-м Уланском полку. За проявленную храбрость был произведен в унтер-офицеры. Примкнув после революции к красным, Огурцов сражался против Деникина, Махно, Врангеля. Был дважды ранен. Бравый кавалерист остался в армии после окончания гражданской войны, окончив высшую кавалерийскую школу в Новочеркасске. В начале 1930-х Огурцова после окончания курсов усовершенствования комсостава перевели в бронетанковые войска. В 1939-м в звании полковника во главе легкотанковой бригады он принял участие в польском походе. Затем его бригада отличилась во время Советско-финской войны при прорыве линии Маннергейма. Великую Отечественную Огурцов начал в звании генерал-майора, будучи командиром 10-й танковой дивизии. В начале обороны Киева дивизия генерала Огурцова отличилась в боях у Бердичева, не допустив стремительного прорыва немцев к украинской столице. Его бойцы полностью разгромили штаб 11-й танковой дивизии вермахта, что вызвало настоящий переполох у немецкого командования. Правда, из-за больших потерь и нехватки топлива Огурцов практически остался без техники. Его назначили на должность командира 49-го стрелкового корпуса,
но толком вступить в должность генерал не успел. В районе Умани войска попали в окружение, и контуженного Огурцова немцы взяли в плен. Весной 1942 при перевозке в лагерь на территории Германии генерал выпрыгнул из поезда на территории Польши. Ему удалось добраться до партизан, в составе которых он создал и лично возглавил конную группу. 28 октября 1942 года генерал-майор Сергей Яковлевич Огурцов погиб в бою с немцами. Иван Алексеев. В Первую мировую войну Иван Алексеев дослужился до подпоручика, а после революции оставил службу. Но в 1919 году принял решение вступить в Красную армию. Сражался против войск Юденича, участвовал в советско-польской войне. В 1920-1930-х годах прошел путь от комбата до командира стрелкового корпуса. В качестве командира 6-го стрелкового корпуса генерал-майор Алексеев в июне 1941 вел оборонительные бои в районе Львова. Попав в окружение, в сентябре 1941 он был взят в плен. При перевозке пленных из Полтавы в Кременчуг генерал бежал. Добравшись до своих, он был сразу направлен в госпиталь. Лечение закончилось в декабре 1941 года, и больничную палату генерал сразу сменил на тюремную камеру. Обвиняли его в паникерстве, потере управления войсками, пораженческих настроениях. В тюрьме Алексеев просидел до февраля 1946 года. После более чем 4-летнего предварительного заключения его восстановили в звании, отправив на учебу на высших академических курсах при Высшей военной академии имени Ворошилова. После окончания он стал начальником военной кафедры Уральского госуниверситета. В сентябре 1953 года генерал вышел в отставку. Умер Иван Иванович в Свердловске в 1985 году в возрасте 89 лет. Петр Цирульников. В 1919 году бывший пастух и плотник Петр Цирульников добровольно поступил на службу в Красную армию. Сражался с финнами и поляками, был ранен. А по окончании гражданской войны его направили на дальнейшую учебу. Прямо во время учебы Цирульников принимал участие в подавлении Тамбовского мятежа. К концу 1930-х годов его карьерный рост достиг должности командира дивизии. В этой роли Цирульников сражался на советско-финской войне. После ее окончания его дивизия была переброшена на Украину и приняла участие в Бессарабско-Буковинском походе в июне-июле 1940 года. Великую Отечественную войну генерал-майор Цирульников начал в качестве командира 51-й стрелковой дивизии, оборонявшейся на берегах Дуная. Солдаты Цирульникова участвовали в захвате плацдармов на румынском берегу Дуная. Таким образом, первыми, перенеся боевые действия на территорию противника. К сожалению, общее положение дел на фронте не позволяло развить этот успех. В начале октября 1941 года дивизия оборонялась в составе 9-й армии Южного фронта. Во время Донбасской оборонительной операции дивизия попала в окружение и понесла значительные потери. В октябре 1941 генерал Цирульников попал в плен, но сумел бежать при перевозке в лагерь. В ноябре он добрался до своих, а в январе 1942 генерала привезли в Москву, где обвинили в преступном руководстве войсками и потере управления, а также в добровольной сдаче в плен. Приговор Цирульникову не могли вынести целых 10 лет. При этом все это время он продолжал находиться в заключении. 24 марта 1952 года он был осужден военной коллегией Верховного суда СССР к 12 годам лишения свободы. В августе того же года дело пересмотрели, и срок сократили до 6 лет, а поскольку он отсидел значительно больше, освободили. А после смерти Сталина летом 1953-го Цирульникова реабилитировали и восстановили в звании. Генерал в течение нескольких лет был начальником военной кафедры МАИ. В 1957 году он вышел в отставку по болезни. Умер Петр Гаврилович Цирульников в 1985 году в возрасте 84 лет.